очень любопытство меня съедает. Вот такая деревня. Всем бы нам такие деревни иметь. Мне страшно. Что там? Вот здесь он похоронен. Влад, это сушилка для белья? Курочки, петушки, посмотри, Ади. А ну-ка попробуй. Я? Да, ты. Хочу я. Очень сложная ситуация. Всем привет! В этом видео я хочу вам показать одну деревню в Польше, как здесь живут люди. Это очень маленькая деревня, называется Крабловицы. И эта деревня не находится в пригороде, как многие из вас в предыдущих моих роликах писали, что вы снимаете деревни, которые находятся в основном в пригороде. Я специально выбрала деревню, которая находится подальше. Она очень маленькая. Здесь живет всего 160 человек. Но в этой деревне кроется своя история. В общем, все покажу и расскажу в этом видео. Крабловицы находится от Вроцлава, от центра Вроцлава в 20 километрах. И первое письменное значение этой деревни, первое ее упоминание было в 1321 году. Очень старая деревня. В общем, здесь такое заброшенное, посмотрите, место. Это как ворота, как заезд в одну достопримечательность этой деревни, в замок. Но это были раньше ворота, заезд. Сейчас это просто такое, как, я не знаю, местная достопримечательность, просто заброшенное место. Здесь мост есть, но, естественно, он уже непригодный для жизни. Тоже там все держится еле-еле, но мы сейчас вам все покажем. Кто мы такие, да, чтобы туда не зайти, правильно? Поэтому там, зайдем. кстати, написано, что мне нельзя. Знак стоит вот. Грузовикам запрещено. Грузовикам запрещено. Я тут постою. Ну, пойдем, посмотрим. Видишь? Здесь заброшка такая, да, и видишь, вот этот мост, он весь уже тоже развален. Опа! Видишь? То есть по нему уже точно не пройдешься, но когда-то это был мост, по которому, я не знаю, ехали, наверное, ну, конечно, вот к этому замку. Вот там дальше, мы потом его тоже покажем, здесь такая речка небольшая. Это, наверное, как ров, типа как раньше защищали, наверное, ну я могу предположить. Ну, может быть. И это как сторожка вначале, и заезжаешь, типа единственный въезд, наверное, был, ну хотя вот второй еще замок, и это охранная система, я так думаю, предполагаю. Да, но сейчас тут все перегорожено. Лучше не надо. Потом можно провалиться. Ну что, зайдем туда вовнутрь? Давай. Наверх поднимемся. Давай. Смотри, здесь дверь. Но она закрыта на замок. Значит, мы туда не пойдем. Поэтому мы идем правильно, нелегким путем через лестницу, на которой нет всех ступенек. И поднимемся вот туда. Влад, я надеюсь, там не будет бомжей или бабаек каких-то. Ну что? Если мы провалимся, ну, значит, так тому и быть. То видео не выйдет на канале. Если вы смотрите это видео, значит, мы добрались до дому. У нас так. Если я туда пойду. Сегодня-то у меня, ладно, легкая. Я свои 100 килограмм как-никак вешу. Тут еще дождь и скользко. На центр ступеньки не ступай. Оп, давай, теперь ты. Я уже чувствую вот эти комментарии. Да полезли, там что некуда идти. Это частная территория. Белорусы, украинцы, а потом начинают. Так, может быть, ты камеру убери? Так. А тут уже, кстати, вон, совсем досочка можно пальцем. Тут все мхом поросло уже. Да, надо наступать просто по бокам. Так, а здесь что у нас, бетон? Теперь очень сложная ситуация. Здесь нет ступенек, только одна. Будем? Ну, пахнет здесь, конечно, очень Коко Шанель. Дверь открыта. Ну, я боюсь. Это что такое за крест? Это что-то вешали раньше? Не знаю, кого или кого-то вешали. Давай ты первый. Давай.
Замок сломали, кстати. Ну, вот так вот, что не сделаешь ради того, чтобы снять видео, показать вам. Так, Там не провалиться бы туда. прикольно там? Мне страшно. Просто так себе Что там? сейчас, Что там? Ау. Фу! Фу, там такая вонь, я уже здесь чувствую. Там воняет, капец. Тут 2 гвоздя, смотри. Раз, два, три. Фу, а ну-ка на, что там? Покажи, что там. Воняет, там видно, кто-то стикает, кто-то живет. я так понимаю. А что, мы рискнем? Туда попасть? Пойдем? Ну, мне очень любопытство меня пойдем. съедает просто. Ну, Пойдем. давай. Замок кто-то сломал. Короче, лазил здесь. Ну, реально здесь, конечно, лучше сюда не ходить. Это мы просто все для контента. По сторонам становись. Фу, Не блин, становись как по центру, не тут- становись. Ломается. Ближе к стенке. Нет. На железку встань. так. Мамочка. На железку встань. Фу, ну воняет, ё-моё. Ну. Мне дышать нечем. Короче, если мы какого-то дохлого там найдем, животного или кого-то, я не знаю. Тут все в паутине. Блин, тут, конечно, пол такой. Фу. Там нет никого? Спрашиваешь? Есть тут кто-нибудь? Блин, слушай, здесь несколько комнат, Влад. Здесь еще комната. Ну. Здесь просто А пролом, что здесь было раньше? Аккуратно здесь ступай, может быть дальше нет смысла, реально может просто провалиться. Да я так Второй хоть. этаж. Так зайди, да, я себе покажу, вот сюда на балку ступай. Вот видите, здесь просто комната такая. А там что? Удивительно, что-то не закрыто. Тут ничего. А там окошко просто. Ой, боже мой. Просто реально ступать туда можно провалиться. И может здесь. быть беда. Пока здесь. Так. Ой, мамочки. Там еще один этаж. есть. Смотри. Жень, Тихо. не иди, пожалуйста, по центру, не надо. По центру не А по ступай. какому я? Сбоку. Ёпрно. Я боюсь. Так. Все, здесь все. Мамочка родная. Ну что? Там можно было снимать на наш детский канал эти страшилки, Ужастики. ужастики детские. Да. Но, Давай, короче, вешайся. Я держу тебя, любимая. короче, А двери закрыть? реально Не, ну, пришли- стрёмно. В общем, стрёмно. Ну, просто можно провалиться. Реально, далеко не пошли, потому что можно упасть. Хотя там наверху еще один, я не знаю, там что показывает, нет, еще один этаж. Но прогнили доски. Удивительно, что это не закрыто. Вот это меня... Но, То есть сюда могут дети попасть. И... в общем, мы с Владом решили устроить себе такой романтик, получается, да? Ну, нормальный. Вот этот, вот эта заброшка, в которой мы были. И здесь рядом такой мост. Мост такой, да, Влад, тоже? Такой из досок старых. Какая-то речушка. И идем в сторону замка. Эта деревня славится тем, что здесь находится старый замок. Сейчас подойдем поближе и расскажу, покажу вам, что это за замок. Смотрите, мы здесь увидели, вернее, на этом мосту мешки. Видите, вот. Это видно еще с момента, когда Вроцлав топило в прошлом году, то здесь мешками все обложили, потому что здесь речка, и чтобы не поднялся уровень воды, и все здесь не затопило. Адюшка с нами тут. Пойдем смотреть замок. М? Вот здесь табличка «Палац Краболовицы». Мы пришли. Сейчас это отель, ресторан и гольф-поле здесь находится. История этого палаца, этого дворца начинается еще с XIV века, а в XIX веке здесь жил настоящий герой Европы, фельдмаршал Блюхер, который участвовал в битве при Ватерлоо и победил Наполеона. То есть это такой, можно сказать, местный герой. Посмотрим дворец, в котором он жил.
Вот этот дворец. Сейчас подойдем еще ближе. И он находится, видите, в таком парке. И здесь я скажу, учитывая, что в этой деревне 160 человек всего лишь проживает, здесь достаточно много людей. Ну, в смысле, мы видим, как именно в дворец приходит много людей. Просто как туристы посмотреть. А возможно, тут даже и достаточно много людей живут в гостинице. Смотрите, что мы здесь нашли. Все замки в Дальношленске. Можно посмотреть, в каких мы были, в каких не были. Влад, ну-ка, в каких мы были, в каких не были. Проще сказать, да. Ни в каких мы не были, в каких мы были. Гродно. Так, Ксёнш, я вижу. Вот здесь мы были, Ксёнш. Это в Валбжихе. Дальше, вот, Крабловица, это мы сейчас здесь. Вот Лишница, Вроцлав, это рядом с нами совсем, где мы живем. Но мы там не были. Мы не были, можно съездить в следующий раз. Да. Так, где мы еще были? Восток, а Лишница. Вот сюда мы заезжали, а Лишница, и в Глобове мы были. В замке были, смотрели его? Смотрели замок, да. Ой, смотри, какой вот этот интересный. Швейный. Вот скажите в комментариях, в каких замках вы были, какие нам стоит посетить, потому что я смотрю, что мы вообще в многих не были. Давайте я так поближе покажу. Есть такие очень красивые замки. Вот даже на карте обозначено, где они находятся. Вот этот тоже симпатичный, да? Угу. Вот эти старые вообще похожи совсем. Вот этот тоже. Да, они все, в принципе, красивые по-своему. Стороны больше всего. Вот Ну, сюда мы это здесь... вот Валбжих, Карпач, это Да. Чехия сюда, граница. Ага. Ну, я смотрю, что мы, короче, не были тут... На пальцах одной руки можно посчитать. Вот скажите, в какие замки тогда нам лучше сюда поехать в первую очередь? Какие из них самые интересные и красивые? Смотри, вот этот Я какой. думаю, что мы вот сюда можем, самый ближайший. Лишница. Лишница рядом А с смотри, нами. здесь у этого замка, видишь, Чоха. мостик какой-то, вот. Да. Интересно. Красивые будут Ну. съемки. Класс, в общем, интересно. Очень интересно. Мы такие места любим. Что папа делает, Адя? Я тебе пакетик. Что папа делает? Пакетик. Пакетик. Где букетик? А, Папа букет. собирает тебе букетик. Мне говорю, букетик, эти И божечки. животинки. такой. И желтенький еще. Спасибо. Тебе тоже? У меня же И здесь тебе букетик папа собирает. Цветочки, посмотрите. И желтый меньше. Ну, такие букетики намного приятнее, чем 101 роза. Ой, букетик. Да, для девочек букетик. Смотрите, На руку ставь, знаешь, как. У это меня у родителей виноград. такой, и они Давай делают попробуем. вино. Не, это изюм. Не, ну вот Что этот, вы? который более как бы целенький. А ну-ка попробуй. Я? Да, ты. Хочу я. На тебе. Не кислый? Или сладкий, или кислый? У моей Ну, бабушки в кисленький. деревне такой. На вино его. Ну да, Делают. вот моя бабушка вино из такого винограда делала. Домашнее. Да, прикольно. Смотрите просто, как красиво еще солнце светит. Вообще очень красиво. В Польше вообще не только эта деревня, а вообще в принципе большинство деревень имеют какие-то исторические истории, в общем, да, старые. И если есть какие-то заброшенные здания, их не разрушают. Вот они, если заброшенное, даже если его не восстанавливают, то оно вот так вот заброшенное и стоит здание, просто как в память о истории. И вот мне лично это в Польше очень нравится, что вот это все сохраняется. Вот мы любим ходить по таким местам. Не знаю, как вы, нравится вам такое смотреть, так что напишите в комментариях, нам очень нравится. Здесь еще так тихо, спокойно вообще, просто класс. Dime, papá Dios, si aprieto lo dejo soltar. Porque ya no habrá más diciembres contigo. No preguntes que no quiero ser tu amigo. Cada noche que te sueño es en los brazos de otro man.
Смотрите, задняя часть дворца. Мне кажется, задняя часть дворца красивее, чем передняя. Очень красиво. Просто класс. Красивый замок. Только так немножко показать еще крышу нужно. Вот так супер, все. Красивый замок. Красивый. Он после войны был разрушен, а потом его восстановили. Ну и очень даже хорошо восстановили. Даже и не скажешь, что когда-то он был разрушенный. Вот умеют поляки восстанавливать вот такие вот Не забрасывать, старые да, древние оставлять, здания, да, учитывая, что эта деревня всего 160 человек. Да, проще сказать, да что там, зачем это в деревне такой маленькой, проще уничтожить, если оно было после войны, в принципе, разрушено. И все, оно нет, восстановили, чтобы сохранить историю. Это очень круто. Ади, тебе нравится замок? Красивый? Красивый. Вы смотрите, какой замок, какая маленькая дряжка. Вот что у нас с этой стороны. Здесь какая-то беседка. Здесь какие-то из досок скамеечки. Ну и в принципе тут все. Там дверь, там вход или выход. Что там такое? А это мы то, что хотели вот там обойти, и получается, А. вот бы мы здесь зашли. И какие-то, да, какие-то как болота, как я не Ну знаю, да, даже потому что такая либо местность. поля там, или что-то. В общем, точно не жила. Этот замок как в такой немножко глуши, да, находится. Видите, тут все, этот забор, видите, зарос лозой. А, здесь везде жила, да, такая? Оборонительная система обкопали, я же говорил, что Ну да, вокруг воды. интересно, интересно. Адюша здесь ромашки собирает. Это мне? Нет, Ой, сколько ты много собрала. это ты, а тебе, а это мне. Ой, сколько много ромашек. Спасибо большое Ой, тебе. смотри. Очень приятно. Вот, знаешь, вот так вот соединим. Соединим. Угу. Давай, оп, соединили. Все. Очень красивый здесь, конечно, вид. Мы Адюшу сейчас снимали с цветочками. Очень красиво. Тихо, так спокойно. Сейчас покажем вам, как здесь живут люди. На самом деле в этой деревне, ну, учитывая, да, численность населения, здесь совсем мало домов. То есть, если посмотреть на карте сверху, здесь мало домов, здесь есть какие-то складские помещения. Сейчас покажу вам некоторые дома, как здесь вообще, в каких домах здесь люди живут, в каких условиях. Но я скажу, что здесь очень тихо, вот прям максимально тихо и спокойно. Вот Влад с Адюшкой уже пошли вперед по дорожке, а здесь вот обычный жилой домик с двориком. Это не, естественно, новая какая-то постройка. И видите, при всем при этом дорога, да, асфальтированная. Такая маленькая деревня, а дорога асфальтированная. Это классно, конечно. Греем ручки. Вы греете ручки, да? Я пойду посмотрю, что там дальше. Вот тут еще пару домов, смотрите. Так. Здесь прямо видно, что старое, что-то такое. Нет никаких пешеходных дорожек, просто дорожка такая. Но, по крайней мере, она без каких-то ям. О, посмотрите, курочки и петушки. Прямо настоящая деревня. Вот это им здесь рай, конечно. Эх. Курочки и петушки. Да? Курочки и петушки, посмотри, Ади. Подойди поближе, посмотри. Делают листиках. Листики, что они с Ищут листиками червячков. делают? Да. Червячков Копают, ищут, да. червячков ищут. Видишь, он тебе говорит привет. Побежал петушок. Они идут домой. Наверное, домой кушать, я не знаю. Танцы. Это их дом, вот так они живут. Гуляют каждый день на улице. Вот дом, и вот их дом. Вот их дом. Белый? Белый, ага. А почему он какой маленький? Почему маленький такой дом? Ну, они же маленькие. Курочки маленькие, домик маленький.
там очень много кур. Очень много курочек, да. Смотрите, у кого-то во дворе такая ель большая растет. Вот это уже типичная деревня в Польше. Уже не скажете мне в комментариях, Женя, это пригород, а не деревня. Вот, типичная деревня. Да, курочки, петушки. А то еще этих штучек. Далеко достаточно от Мама. города. Мамочка, Ага. что эти кучки делают этого? Курочки, они клюют, ищут кушать себе. Здесь нет большого потока машин, здесь пару домов всего лишь. И учитывая, да, все это, здесь очень красивый пейзаж и достопримечательность это замок. Вот такая деревня. Всем бы нам такие деревни иметь, как здесь. Если курочки тут живут, а где люди живут? Я так понимаю, это же не дом жилой, это как типа сарай, Влад, да? А люди живут, наверное, напротив. Может быть, это их. Да, вот. Но смотрите, что я еще хочу сказать. На домах стоят фотовольтайки. Это солнечные панели на нашем языке. Да, учитывая такая деревня, дома, да, это не какие-то там пентхаусы или что-то такое супер лакшери, но достаточно свежие, аккуратные дома и стоят, свое электричество вырабатывают. Да, смотрите, какой контраст мы заметили сейчас, что крыша, видите, часть старая и часть новая, люди поменяли себе. И видно, этот дом, который более новее, он был такой, как вот этот старый, вот видите? Но его и заштукатурили снаружи, и он прям уже выглядит очень хорошо. А этот остался старый. Тут видно, может быть, другая семья живет. Пойдем, Адриана, тут в курочек влюбилась. Любит она всякую живность такую. А вон видно через окно, что кто-то там телевизор смотрит. Класс. Так вот люди живут. Как вам? Как вам? О, видите, настоящая деревня. Во дворе стоит трактор. Все как надо. Трактор, там комбайн. Тут прямо, ну, видно, человек занимается сельским хозяйством и этим зарабатывает. Мусорки, видите, даже в деревнях, вот таких маленьких, сортируют мусор. Класс, не во всех деревнях, да, можно встретить вообще в принципе мусорки. В смысле, я имею в виду с разделением мусора. А это что, смотри, на полу, да, каштаны? Желуди. А, желуди. Дуб сверху насыпался. Да, видите, сколько посыпало вообще. Что здесь? Это от этого, да? Что это такое, Влад? Какие-то колеса, какие-то Где? прицепы, что-то такое, да? Что-то лежит, да. И все, и вот там, там еще какие-то дома. Показывает Найдём, Google Maps, посмотрим. что там можно прямо пройти. Попробуем. Ну Нет давай, вариантов. давай попробуем. Вон яблочки. Сейчас. Яблоня, да. Дикая яблоня. Яблочки, конечно, уже такие замороженные, да, их никто не собирал, жалко. Но хорошие же яблочки, но, видно, некому собрать. Смотрите, сколько их много. Вот еще мусорки. Здесь уже, конечно, не асфальтированная дорога, но достаточно все равно приятно по ней ходить. Она такая без каких-то ям. Вот еще яблони. А это, Влад, типа, Влад, это сушилка для белья? Класс. Как в деревне. Смотрите. Вот у моей бабушки в деревне похожая сушилка для белья была. Ну, пишите в комментариях, кто тоже застал в своей жизни такую сушилку. Просто натянуты веревки, да, и все. Esa cosa que te quiero hacer, baby, no salen de mi mente. Esa carita pa' mí es tope. Si vamos a ver ese frío que terminamos en el motel. В этой деревне, естественно, нет школы. Дети идут в соседнюю деревню, и в садик, и в школу. Ну вот такие здесь дороги, видите. Я считаю, Влад, ты как считаешь? Мне кажется, для деревни это очень хорошие дороги, да?
Асфальт есть, то есть не какое-то болото, грязь. Все есть. И довольно широкие дороги еще. Ну то есть, да. ко всему здесь разъедутся две машины вообще без проблем. Да. То есть, ну... О, смотри, как можно смотреть. В окошко, видишь, девушка? Телевизор там. Да. Ну. Такое ощущение, как будто девушка там в окне выглядывала. Так, это, наверное, уже конец. Там будет деревня. Видишь, Да, мы знак? поедем в мемориал. Остановка, видите, даже есть здесь. То есть здесь, если есть остановка, здесь что, автобусы, получается, Ну, ездят? что-то такое междугородское, А, наверное. может между- быть, чисто, которые детей везет в школу, в Да. садик, наверное. Мама, сядь в куртку. Смотрите, прямо рядом с деревней, на фоне меня сзади находится круглая башня высотой 11 метров. Это мавзолей вот этого фельдмаршала Блюхера, который победил Наполеона. Вот здесь он похоронен. Вот мавзолей. На вершине мавзолея медальон, на котором изображен портрет Блюхера. Медальон с портретом, конечно, уже немножечко пострадал. Видно, его не особо реставрировали, но интересно. Источники в интернете говорят, что в 1945 году, Вторая мировая война, мавзолей был осквернен войсками советской армии. И считается, что сейчас гробница пустая, и в ней не лежит тело Блюхера. Не знаю, насколько это, конечно, правда, но, конечно, если это так, то это, наверное, не очень хорошо. Ага. Тут сзади этого мавзолея что-то такое. Видно, что забетонированная там была раньше дверь. Куда-то она Я вела. думаю, что его А может, хоронили это какая-то подземка. Именно здесь, я думаю, это и есть склеп. То Думаешь? есть вот это основной склеп, да, который, ну и потом уже замазали, убрали. Ну, мне это кажется, не знаю. Попробую через решеточку показать вам. Ага, вот. Портрет. Этот мавзолей был построен архитектором по инициативе прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Но я все же надеюсь, что никто не осквернял этот мавзолей, и тело Блюхера так и находится в этом мавзолее. Вот. Но мавзолей, скажу, симпатичный, он прямо находится у окраины дороги и вот на отдельном таком поле. Прикольно. Разметка даже есть на дороге, кстати, тоже. Пешеходная, здесь даже дорожка есть, видите, с левой стороны. Достаточно, да, здания старые, дома старые, но достаточно все, в принципе, прилично. Даже есть вот многоквартирные дома, двухэтажные. Вот и все, вот и деревня закончилась. Да. Вот мы ее проехали за 15 секунд от начала до конца. Será muy egoísta a ti desearte el mal. Yeah, conmigo a la buena y la mala pa' él. Yeah, yeah, yo soy como turista visitando el mar. Yeah, te veo con otro solo que no hace.